Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем модную сумочку буклированную. Так, для работы будем использовать вот такая у меня буклированная пряжа. Вот цвет у нас бежевый, номер 1013. Эту пряжу приобретала на Валберис. Все реквизиты оставлю в описании под данным роликом. Также будем использовать шнур 2 мм Карамель Baby. Цвет сюда очень подходит. Цвет это сливки. Так, и вот такой вот у меня есть застежка клапан кожаный. Вот так вот он на кнопочке пристегивается. Так, вот эту застежку, да, и шнурочек Карамель Baby я приобретала на сайте пряжа Центр РФ. По моему промокоду, оставлю в описании под данным роликом, скидка 10%. И вязать все это будем крючком номер 4. Так, смотрите, сумочка у меня уже связана. Показывать, как я вяжу из буклированной ткани, вообще показывать, как я вяжу из буклированной ниточки, очень неудобно и практически ничего не видно. Вы просто берете шнур Карамель вначале в одну ниточку и в одну ниточку буклированную пряжу. И вяжем до 9 ряда, 10, 11, 12 вяжем в двойную ниточку, берем нашу пряжу Карамель. И даже дальше ручки просто тоже из двойной ниточки шнурочка Карамель. Я же возьму вот такой вот шнур, у меня есть Elastex 3 миллиметра, и свяжу точно такую же сумочку, просто чтобы показать вам все этапы вязания данной сумки. Так, нам понадобится еще 4 маркера. Итак, начинаем вязание. Набираем 29 воздушных петель. Итак, провязали 29 воздушных петелек. Делаем накид и 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Далее по прямой вяжем столбики с одним накидом, не довязывая до последней петельки. Вяжите до конца, не довязав до последней петли. Итак, по прямой, если считать вот эти вот воздушные петли в начале, получается 25 столбиков с накидом. Дошли мы до уголочка, у нас вот последняя петелька. Здесь на углу мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Так, провязали первый, и сразу же мы выставляем маркеры, потому что в дальнейших рядах мы наши вот эти уголочки, да, будем увеличивать. Провязали 1, 2, сюда же в эту петельку 3. Все, на уголочке у нас 3 столбика с одним накидом. Далее, смотрите, как вяжем далее. Идем по противоположной стороне. Здесь мы тоже, когда закончили вязать 3 столбика, ставим маркер. То есть на углах мы помечаем вот эти вот наши 3 столбика. Далее вяжем по противоположной стороне столбики с одним накидом. Вяжите самостоятельно. Перед тем, как закрывать первый ряд, я вам расскажу, что будем делать. Итак, провязали по противоположной стороне 24 столбика с накидом. После маркера имеется в виду, вот эти 3 мы не считаем. Да, и теперь, вот у нас были воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. Вот в эту провязываем
столбик с одним накидом, плюс еще 3 столбика с одним накидом, как и с этой стороны у нас для закругления. Один, ставим здесь маркер перед первым, второй и третий. Все, далее соединяем ряд вот в эту воздушную петельку. Итак, итого в первом ряду у нас получилось 56 столбиков с одним накидом, считая вот эти вот воздушные петельки. Так, переходим на второй ряд. Опять же набираем 1, 2, 3 воздушные петли. Вот сюда в третью петельку можно поставить маркер. Далее вяжем до маркера просто столбики с одним накидом. Под каждую косичку провязываем. Вяжем до маркера. Далее на уголках я расскажу, что делать. Итак, подошли к нашему маркеру первому. Теперь на уголках мы, видите, у нас 1, 2, 3 косички, то есть мы будем удваивать, под каждую косичку провязывать по 2 столбика с одним накидом. Итого вместо 3 в первом ряду у нас было 3, во втором ряду у нас на уголках будет 6 столбиков с одним накидом. Ставим маркер, чтобы ничего не забыть, не перепутать. То есть мы удваиваем наш, делаем пошире наш вот этот овал. Итак, провязали на углу 6 столбиков с одним накидом. Далее вяжем по прямой просто столбики с одним накидом под каждую косичку. Опять же, маркер здесь поставили, когда мы закончили провязывать наши вот эти двойные петельки, и вяжем по прямой до следующего маркера. На противоположной стороне будем делать то же самое. Так, подошли к нашему маркеру, и опять же под каждую косичку мы 3 раза провязываем по 2 столбика с одним накидом. Так, и по третью косичку и соединяем, закрываем наш второй ряд. Так, снова провязываем 3 воздушные петли. Ставим маркер, вяжем третий ряд. Опять же по прямой мы вяжем просто столбики с одним накидом до нашего маркера. Не забываем, это у нас третий ряд. Итак, смотрите, дошли до нашего маркера. Теперь мы будем в уголках провязывать, чередовать 2 столбика с одним накидом в одну петлю, плюс 1 столбик с одним накидом в следующую. Таким образом, на углу у нас уже вместо 6 столбиков с одним накидом будет 9 столбиков с одним накидом. Так, ставим снова маркер. Вот, под одну косичку 2 столбика с одним накидом, потом 1, потом снова 2,
1. И снова 2 столбика. 1 столбик. Так, то есть на углу у нас уже получилось 9 столбиков с одним накидом. Далее по прямой мы просто провязываем 25 столбиков с одним накидом до следующего маркера. Вяжем самостоятельно. Так, дошли до маркера на противоположной стороне и делаем то же самое. Провязываем сначала 2 столбика с одним накидом. Чередуя с одним столбиком. Снова 2 столбика, 1 столбик под одну косичку. Итого здесь мы тоже должны получить 9 столбиков с одним накидом. Все, и соединяем в третью воздушную петельку. Так, набираем 3 воздушные петли. Это мы переходим уже на 4-й ряд. В третью петлю ставим маркер и по прямой снова до маркера вяжем 25 столбиков с одним накидом. Итак, подошли мы к маркеру, и теперь от маркера до маркера у нас уже будет не 9 столбиков с одним накидом, а 12. Как мы вяжем? Там, где мы провязывали под одну косичку 2 столбика с одним накидом, мы теперь провязываем по отдельности 1 столбик с одним накидом, под следующую косичку 2, ставим маркер, а под третью косичку мы провязываем 2 столбика с одним накидом под одну косичку. И так далее. Снова вяжем 1 столбик с одним накидом под одну косичку, еще 1 под другую, а под третью косичку мы провязываем 2 столбика с одним накидом вместе. И таким образом вяжем до маркера. Итого от маркера до маркера у нас получается 12 столбиков с одним накидом. Сняли маркер, далее вяжем по прямой до следующего маркера. С противоположной стороны мы будем делать то же самое. Когда подойдем сюда к маркеру, здесь, где были двойные петельки, мы провяжем по одному столбику. Где был одиночный столбик в предыдущем ряду, мы под одну косичку провяжем 2 столбика вместе. То есть, чтобы вот здесь тоже наш овал увеличился и составлял 12 столбиков с одним накидом. Итого, когда вы провяжете 4-й ряд, у вас должно всего получиться, считая вот эти 3 воздушные петельки, должно получиться 74 столбика с накидом. Одиночный и 2 столбика под одну косичку. Все таким образом мы с вами провязали 4-й ряд. Закрываем, набираем снова 3 воздушные петли и далее вяжем без каких-либо прибавок с 5 по 11 ряд одинаковое количество столбиков с накидом, это 74.
То есть здесь уже на углах мы никаких прибавок делать не будем. В принципе, маркеры можно снять. Вот, вяжем с 5 по 11 ряд самостоятельно. Итак, мы с вами провязали 11 рядов. Да, мы вместе вязали с 1 по 4 ряд. С 5 по 11 вы вязали самостоятельно. В 12 ряду мы здесь в уголках сделаем по убавке. Поэтому у нас на данном этапе 74 столбика с одним накидом. Расставляем вот так вот маркеры, когда согнули нашу сумочку, да, чтобы с одной стороны было 37 столбиков с одним накидом и с другой стороны. И будем вязать и на уголочках. В 12 ряду мы сделаем убавки. Что касается нашей основной сумочки, здесь, смотрите, из плюшевой пряжи я вязала до 9 ряда. То есть это столько, насколько мне хватило вообще одного мотка моей плюшевой пряжи. Меня вполне устраивает результат. Я так и хотела, чтобы дальше провязать именно просто шнуром и ручки сделать только из шнура. Смотрите, 10, 11, 12 ряд и сами ручки провязаны уже шнурочком карамель бэби в 2 нити, тоже крючком номер 4. Вот эту сумочку, которая образец, она у меня вся будет провязана именно вот этим вот шнурочком 3 миллиметра. Поэтому приступаем к вязанию 12 ряда. Три воздушные петли. Вяжем столбики с одним накидом в 12 ряду, да, пока не дойдем до маркера. А уже когда дойдем до маркера, я покажу, что делать. Итак, подошли к нашему маркеру, да, и на уголках 2 столбика предыдущего ряда мы из них будем формировать один. Так, сделали накид, ныряем под первый столбик, 2 петли на крючке, сделали накид, ныряем под второй, один раз провязали, 3 петли на крючке провязываем вместе. Таким образом, на углу мы из двух наших столбиков с накидом сформировали один. То же самое проделываем и с противоположной стороны. То есть в 12 ряду уже вместо 74 столбиков с одним накидом у нас будет 72. Итак, довязываем до конца 12 ряд. Обрезаем наш шнур. Все, здесь мы закрываем. Так, мы закрываем наши ряды, наше вязание, хвостик внутри прячем. Так, все, основа сумочки готова. Теперь мы будем приступать к вязанию ручек. Итак, для вязания ручек сейчас у нас с вами 72 столбика с одним накидом. От каждого уголочка в одну сторону откладываем 10 петелек, да, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в другую сторону, то есть итого у нас для каждой ручки задействованы по 20 столбиков с одним накидом. Так, этот мы считали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 10. То же самое делаем и с противоположной стороны. От уголочка в одну сторону 10 и в другую 10. Чтобы для ручек были задействованы 20 столбиков с одним накидом. Так, когда вы складываете свою сумочку, проверьте, чтобы маркеры были на одном уровне. Если надо, просто переместите маркер. Если перемещаете назад, то этот вперед. Ну, соответственно, чтобы захватываемый вот этот вот отрезок составлял 20 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Я сложила, у меня все ровненько. И теперь начинаем вязать наши ручки.
Итак, достаем наш маркер. И сюда мы провязываем. Раз, два. Здесь у нас вместо столбика с одним накидом будет 2 воздушные петли. Не 3, а 2. Для того, чтобы наша ручка была такая, ну, более гладкая, скажем так. Далее, следующие 2 петельки. Это первый ряд ручек. Мы провязываем вместе. Ныряем в одну. 2 петли провязали, ныряем в следующую, 2 провязали, 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее провязываем 14 столбиков с одним накидом. Тринадцатый столбик и 14 столбик провязали. Да, перед маркером снова 2 столбика провязываем вместе. 3 петли на крючке провязали. И последний столбик мы провязываем там, где наш маркер. Все. Итого в этом ряду должно получиться, учитывая, что вот эти столбики второй, третий и предпоследние, да, были провязаны вместе. Итого должно получиться 18 столбиков с одним накидом. Провязали первый ряд, 2 воздушные петли. Переходим к вязанию второго ряда. 2 воздушные петельки вместо первого столбика с одним накидом и еще 7 столбиков с одним накидом. Итого с 2 воздушными получается 8 столбиков, да, с одним накидом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующие 2 петли, следующие 2 столбика мы провязываем вместе. Опять делаем накид, один раз провязали, накид, еще 2 петельки провязали, 3 петли на крючке провязываем вместе. И до конца ряда еще вяжем 8 столбиков с одним накидом. Шесть, 7, и вот сюда в воздушную петельку 8. Итого во втором ряду у нас должно получиться 17 столбиков с одним накидом, учитывая вот это вот объединение. Так, переходим на третий ряд. 2 воздушные петельки. Так, вторую, третью мы провязываем вместе. Провязали, в следующую накид. 2 провязали, 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее провязываем 11 столбиков с одним накидом. Не забываем, это третий ряд. Семь, 8, 9, 10, 11. Так, 12, 13 мы провязываем вместе. И 14 просто столбик с одним накидом.
Итого в третьем ряду у нас получается 15 столбиков с одним накидом. Четвертый ряд. Провязываем 2 воздушные петли и 6 столбиков с одним накидом. Итого получается 7 столбиков, учитывая 2 воздушные петельки. Да, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Угу. Здесь 2 столбика провязываем вместе посерединке. И до конца ряда провязываем 6 столбиков с одним накидом. Итого в четвертом ряду у нас получается 14 столбиков с одним накидом. Вот когда провязываю по 2 воздушные петли, край у нас получается вот такой более закругленный. Так, переходим на пятый ряд. Мы провязываем 2 воздушные петли в пятом ряду. Далее снова вяжем вместе 2 столбика с одним накидом. Так, провязываем 8 столбиков с одним накидом. Пять, 6, 7, 8. Снова 2 столбика провязываем вместе. И последний у нас одинарный. Итого в пятом ряду у нас получается 12 столбиков с одним накидом. Вяжем шестой ряд, 2 воздушные петли плюс 4 столбика с одним накидом. Итого 5 столбиков с одним накидом получается вместе с 2 воздушными петельками. Так, раз, два, три, 4, 5. Да, посерединке мы снова провязываем 2 столбика вместе. И раз, два, три, 4, 5 столбика с одним накидом. И только после шестого ряда у нас получается 11 столбиков с одним накидом. Далее с 7 по 12 ряд мы ничего не убавляем, не прибавляем. То есть мы просто провязываем самостоятельно. С 7 по 12 ряд самостоятельно провязываем по 11 столбиков с одним накидом. То же самое мы проделываем на противоположной стороне. А я уже покажу, как соединить 2 ручки между собой. Так, смотрите, когда когда связали с противоположной стороны такую же ручку, не забываем 12 рядов. Здесь шнур обрезали, хвостики спрятали, с другой стороны шнур не обрезаем. Так, вот это у нас лицо. Складываем наши 2 детали вот таким вот образом. То есть лицо к лицу, чтобы потом вывернуть, и этот шовчик наш был изнутри. Все, и я вот таким вот швом соединяю крючком. По желанию вы можете соединить иголочкой. Так, сейчас.
просто прошивая столбиками. Так вот берем 2 косички с одной стороны, с другой стороны и провязываем столбики без накида. Все, таким образом идем до конца, сшиваем, обрезаем нить, прячем хвостики. Я уже покажу готовый результат. Так, смотрите, все, моя сумочка готова. Вот эта сумочка, та, которую я вязала для вас. И вот эта сумочка, которая наполовину из пряжи букле. Смотрите, я потом еще пришью вот этот вот клапан. Вот как она будет смотреться. Да, но это по желанию. Его можно просто магнитную кнопочку пришить внутри. То есть кому как нравится. Вот получилось два каких варианта. Смотрите, и вот этот вариант... То есть я вам показала, как вязать такую форму. Вы же можете связать меховую сумочку. Сейчас очень модно. Да, то есть, ну, тоже предлагаю вязать в 2 нити, брать шнурочек 2 миллиметра плюс меховая пряжа и связать вот такой вот формы. Будет очень модно и красиво. Сейчас такая форма в моде. Так, у меня же получилось два вот таких вот варианта. Так что, если вам понравился мой мастер-класс по вязанию вот такой вот модной сумочки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!